Только представьте, если сейчас вы узнаете, что с женой президента слишком много времени проводит простой мужик из народа. Он пьет как сапожник, устраивает голые вечеринки и без страха домогается дочерей депутатов или сыновей, ему не важно. Самые недостойные люди якобы носят ему взятки, получая важные посты, а глава государства даже не реагирует, потому что слишком любит свою жену. Такой была ситуация вокруг Николая II, последнего российского императора, который в самый опасный для государства момент приблизил ко двору загадочного старца с сомнительной биографией, то ли святого, то ли мошенника, то ли самого дьявола во плоти. Вообще, в моменты кризисов даже самые сильные мира сего склонны верить в приметы, предрассудки и ходить по гадалкам. То и дело из осведомленных источников доносятся слухи то о заклании Путиным и Шойгу орла на успехах кровавой кампании в Украине, то о внезапном визите российского президента в Монголию, якобы чтобы взять разрешение у шаманов на нанесение ядерного удара. Так было и в начале 20 века. Российская империя трещит по всем швам. В стране жесточайший экономический спад, вызванный неудачной политикой и, конечно, войной. Сначала растут цены на хлеб, молоко, масло, мясо, яйца, а потом их и вовсе не остается на полках. Народ все больше не понимает, почему геополитические интересы и успехи на фронте, которых нет, важнее, чем насущные проблемы людей. Мужчины пытаются прятаться от мобилизации, а тех, кому это не удается, оплакивают матери и вдовы. Все чаще слышны призывы идти на зимний. В самом зимнем тем временем сытая и спокойная семейная жизнь, роскошное убранство, шумные приемы, дорогие ужины, идиллию омрачает только одно. Темная ночь. Врачи собрались у постели наследника, но бессильны помочь. Маленький Алексей стонет от невыносимой боли. Его лицо бледнее снега за окнами. Императрица Александра Федоровна в отчаянии, но то молится, то плачет. Кажется, этой ночью ее сын покинет этот мир. Паника охватывает сердце матери. Вдруг в покое тихо входит он. Крестьянин, старец, человек Божий, Григорий Распутин. Ему не нужны лекарства, он лечит словом. Он склоняется у постели, его губы шепчут молитвы. С убеждением, глядя глубоко в глаза отчаявшейся матери, он говорит: «Мальчик поправится». Сначала ничего не происходит, но через несколько часов непрерывной молитвы Алексей начинает успокаиваться. Боль отступает, его дыхание становится ровным. Врачи поражены. На лице Александры безграничная благодарность и слезы радости. Она считает, что Распутин спас ее сына, а заодно спас будущее России, ведь Алексей – наследник престола. И о том, что у него редкое заболевание крови – гемофилия, не должен узнать решительно никто. Но как вообще этот деревенский мужик умудрился попасть в императорские покои? О начале его пути известно мало. Распутин родился в селе Покровское Тобольской области в семье простых крестьян. С детства его считали особенным, наделенным даром свыше. Вспоминали, что он якобы лечил шепотом и предсказывал будущее. Однако были и другие воспоминания. Некоторые односельчане утверждали, что он покинул родное село, избегая расправы за воровство или даже за изнасилование. Задокументированный путь Распутина начинается в 28, когда он отправляется в паломничество по святым местам. Он оставляет жену и детей дома в Покровском и ищет духовное просветление, посещая известных старцев и юродивых. Есть популярная гипотеза, что в этом же пути Распутин встречает хлыстов, известных своими оргиями и самобичеваниями. От них он якобы перенял своеобразную идею, что грех необходим для связи с Богом, ведь без греха не в чем каяться и не о чем молиться. Но, возможно, это только небылицы. По-настоящему заметным Распутин становится в Петербурге, куда прибывает то ли в 1904, то ли в 1905 году. И где с самых первых же дней он работает над созданием мифа о собственной персоне. Распутин подает себя эдаким старцем-чудотворцем, который прошел босым через всю Россию.
Дойдя до столицы, Распутин отправляется прямиком в духовную академию к архимандриту Феофану. Проникновенные речи и глубокие познания производят на Феофана сильное впечатление. Позже архимандрит говорит своим студентам о Распутине, что он, несомненно, имеет благодать. В этот период Россия полна сект и культов. Церковь с настороженностью относится ко всем мистикам и экстрасенсам. Поэтому решение Распутина сначала заручиться поддержкой официального духовенства выглядит как первый шаг в большой игре. Под покровительством церкви Распутин начинает свободно входить в высшие круги общества. Аристократия с радостью приглашает этого деревенского старца на свои приемы, находя в нем нечто загадочное и притягательное. Его простота, смешанная с мудростью, завораживает многих. Распутин умело пользуется этим вниманием. Кто-то видит в нем истинного праведника, кто-то шарлатана. Никто не остается равнодушным. Про Распутина говорят, что он избегает мытья тела и рук, намеренно появляется на балах босым и в грязной одежде, вызывая шок у аристократок. Хейтеры идут в своих слухах еще дальше. Утверждают, что забавой ради Распутин развращает монахинь, поскольку интимная близость для него – лишь финальная часть совместной молитвы. И вообще, если женщина только одна – это даже не грех. Но Распутину важно достучаться до сердца, а может и не только до сердца, главной женщины в империи – Александры Федоровны, и тогда весь мир будет у его босых ног. Вообще императрице приходилось при дворе сложно. Редкий случай. Ее замужество случилось по любви, а не ради политики. Николай должен был жениться на кузине Александры, но влюбился не по плану. Не по плану пошла и семейная жизнь. Александра одну за другой рожала девочек, рискуя оставить престол без наследника. И вот, наконец-то, хорошая новость. Мальчик 4 килограмма 660 граммов, 58 сантиметров. Назвали Лешей. Да вот только уже второй месяц у Алешеньки не заживает пупок. Обычно это происходит в течение 2 недель. Регулярно открывается кровотечение, которое никак не остановить. Лучшие врачи страны сходятся в диагнозе – гемофилия, унаследованная по материнской линии. Мальчик вряд ли доживет до 16. Николай и Александра решают скрыть от империи болезнь своего наследника престола. Для матери невыносимо наблюдать муки своего сына. Она перестает посещать публичные мероприятия, затворяется во дворце и беспрестанно молится о чуде. Она просит Бога спасти свое дитя и Россию. И Бог, кажется, отзывается. Семья часто проводит время в царском селе вдали от шума и суеты. Их навещают друзья и близкие, в том числе и главные поклонницы всяческих модных экстрасенсов, великие княжны Милица и Стана. Они-то и приводят Григория в дом Романовых. Это известно благодаря записи в дневнике императора. В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицией и Станой. Познакомились с человеком Божиим, Григорием из Тобольской губернии. После первой встречи Распутин стал часто навещать императорский двор, где рассказывал, как в своих странствиях по России он только и слышал от каждого встречного поперечного о безусловной любви к государю и просьбе за него помолиться. Император доволен, императрица почти влюблена. Но абсолютный авторитет в ее глазах Распутин обретет спустя несколько лет, когда впервые молитвой исцелит ее сына во время приступа. Сердце матери покорено. Теперь она называет Распутина своим духовным наставником и даже другом. Вот что Александра пишет, когда император увольняет с поста главнокомандующего армии. Наш друг говорит, что пришла смута, которая должна была быть в России во время или после войны. И если бы ты не выгнал Николая Николаевича с места верховного главнокомандующего и не стал бы им сам, то уже летел бы с престола. И если сначала для общества это выглядит как
экзотическое увлечение, то со временем эта дружба начинает вызывать подозрения. Получив в лице царской семьи покровителей, Распутин все меньше сдерживается и перестает беспокоиться о своей репутации. Церковные круги, которые сначала поддерживали Распутина, начинают критиковать его за чрезмерный интерес к мирским удовольствиям. По столице разлетается слух, что Распутина якобы видели пьяным, танцующим в ресторане Яр-цыганочку, спустив штаны. Миф о Распутине приобретает дьявольские масштабы. Народ уже всерьез уверяет, что тот управляет погодой и даже может разогнать питерские тучи для государевых парадов. Чудеса, мол, он совершает с детства. Кто-то вспомнил, что в родном селе Покровское маленький Распутин якобы исцелил женщину от слепоты одним прикосновением. Разбушевавшаяся по всей Сибири эпидемия обошла стороной его деревню. Это все благодаря его молитвам. Падение скота, неурожай, засуха – все прекращается по его слову. В своем паломничестве Распутин, подобно Моисею в пустыне, говорил с Богом, и тот велел ему беречь императора от надвигающейся смуты. При этом элиты далеки от народного креатива. Они недовольны тем, что Распутин в лицо грубит князьям и министрам. Ходят слухи, что по его доносам некоторые даже лишились своих должностей. Это не доказано, но рисковать никто не хочет. Против старца начинается кампания в СМИ. Писатель Михаил Новоселов выступает с серией резких статей в московских «Ведомостях», обвиняя старца в лицемерии и псевдосвятости. Новоселов рисует портрет Распутина как авантюриста, который обманывает высшее общество и пользуется доверием царской семьи. В 1912 году Новоселов выпускает брошюру «Григорий Распутин и мистическое распутство», где открыто обвиняет его в связях с хлыстовской сектой и критикует церковь за потворство такому человеку. Власти немедленно реагируют. Издание запрещено, тираж конфискован. Газета «Голос Москвы», которая осмелилась опубликовать выдержки из брошюры, получает крупный штраф. Это вызывает негодование в обществе. От Государственной Думы следует запрос в МВД о законности наказания редакторов «Голоса Москвы» и «Нового времени». В том же 1912 году бывший иеромонах Илеодор начинает распространять по Петербургу письма с очень пикантным содержанием, якобы написанные Александрой к Распутину. «Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает!» Или вот еще. «Скоро ли ты будешь опять около меня? Скорей приезжай, я жду тебя и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения и целую твои блаженные руки. Вовеки любящие тебя, мама». Копии писем ходят из рук в руки, вызывая шок и возмущение. Позже станет известно, письма – абсолютный фейк, но репутация царской семьи безнадежно подмочена. В народе тайно распространяются любительские пасквили и карикатуры. На одних Распутин изображен как кукловод, нити которого протянуты к императору и императрице. На других Александр сидит на его коленях на глазах у мужа, одетого в шутовской колпак. Накал страстей достигает апогея в 1914 году. На Распутина совершается покушение. Женщина по имени Хиония Гусева наносит ему ножевое ранение в живот. Кровь льется ручьем, и жизнь старца висит на волоске. Его срочно перевозят на пароходе в Тюмень для лечения. В тюменской больнице он проводит долгие недели, борясь за жизнь, и поправляется спустя несколько месяцев. Следствие по делу тянется около года. Ходят слухи, что заказчик убийства – родной дядя императора, великий князь Николай Николаевич. Но доказательств этому не находят. В итоге Гусеву объявляют душевно больной и освобождают от уголовной ответственности, поместив в психиатрическую лечебницу в Томске. В российской прессе здоровью Распутина уделяют больше внимания, чем гибели эрцгерцога Франца Фердинанда. Тем временем отвести Распутина от царской семьи пытаются все. Елизавета Федоровна, сестра Александры, и даже мать императора Мария Федоровна. Она пишет сыну проникновенные письма, умоляя удалить Распутина и запретить вмешиваться в государственные дела. Но император верен мнению жены. Все клевета.
На святых всегда клевещут. Александра не меняет отношение к Распутину, даже когда до нее доходят слухи о его разврате. Вот что она пишет мужу о человеке, который донес на Распутина. Разъясни ему положение нашего друга, чтобы он понял, что выпад против него – это выпад против нас. Александра уверяет Николая, что от старца зависит будущее страны. Он сам так сказал. «Покуда я жив, будет жить и династия». А ведь и правда, только Распутин продолжает спасать наследника династии во время страшных приступов агонии. Так однажды, садясь в лодку, цесаревич в порыве озорства прыгнул с берега и сильно ударился бедром. Результат – внутреннее кровоизлияние. Ни один из врачей, в том числе и вызванных из Петербурга, не может помочь ребенку. День и ночь Алексей кричит от боли. Александра сидит у кровати сына, она не ест, не спит и даже не меняет одежды. Дни от 6 до 10 октября были самые тяжелые. Несчастный маленький страдал ужасно. Боли схватывали его спазмами и повторялись почти каждые 2 часа. Спать он почти не мог, плакать тоже. Только стонал и говорил: «Господи, помилуй». Родители почти убеждены, что ребенок умрет. В «Государственном вестнике» публикуют сообщение о тяжелой болезни наследника, без уточнений какой. По всей империи проводятся службы с молитвами о здоровье цесаревича. Конечно, пишут Распутину, находившемуся в это время в Покровском. Тот сразу же отвечает телеграммой. «Бог воззрил на твои слезы. Не печалься, твой сын будет жить. Пусть доктора его не мучат». Сутки спустя кровотечение прекращается. Цесаревич засыпает спокойным, здоровым сном, без боли и агонии. Чудо или внушение? Есть мнение, что Распутин своими речами прежде всего успокаивал саму Александру. И когда невроз проходил у матери, прекращался стресс и у ребенка, что способствовало восстановлению. Поэтому ему становилось легче. А еще современные исследователи предполагают, что медицина тех лет не всегда была верна в лечении гемофилии. Вероятно, Распутин просто останавливал бессмысленные манипуляции тогдашних лекарей, и именно поэтому мальчику становилось менее дискомфортно. Но для элит Распутин по-прежнему оставался символом самодурства, чудачества и деградации монархии. Чтобы спасти империю, был затеян бунт. Князь Феликс Юсупов, молодой и амбициозный аристократ, берет на себя роль предводителя заговора. В его окружении политик Владимир Пуришкевич, представитель Государственной Думы, и великий князь Дмитрий Павлович, член императорской семьи. Все они уверены, смерть Распутина – это последний шанс спасти монархию, вернуть доверие элит и народа. План казни строится с точностью до мелочей. Место действия – дом князя Юсупова на Мойке, декабрь 1916. Юсупов постепенно сближается с Григорием, играет роль его друга, а потом приглашает Распутина на ужин. За окном падает снег, Петербург укутан холодной тишиной, а в роскошных комнатах особняка готовят маленькое пиршество. В подвале накрывают стол с мадерой и пирожными, отравленными цианидом. Заговорщики уверены, что яда будет достаточно, чтобы устранить старца. Но они ошибаются. Распутин, улыбаясь, спускается в подвал. Ему подают вино и пирожные. Он ест, пьет, шутит, но яд, который должен был убить его за несколько минут, не действует. Заговорщики переглядываются в панике. Юсупов, нервничая, уходит наверх за оружием. Когда он возвращается, в его руке пистолет. Он делает первый выстрел, Распутин падает. Заговорщики думают, что все, кончено. Но и тут, к их ужасу, тело начинает двигаться. Распутин весь в крови, встает и, шатаясь, направляется к выходу. На улице мороз. Пуришкевич хватает оружие, стреляет снова. Тело старца падает в снег. Заговорщики связывают тело и бросают его в ледяную воду Невы, уверенные, что только холодная река сможет остановить человека, которого они называют нечистым. В ледяную воду Невы было брошено его тело, до последней минуты старавшееся преодолеть и яд, и пулю.
Александра Федоровна, узнав о смерти Григория, просто разбита. Для нее Распутин – святой мученик. Она уверена, что его убийство – это знак приближающейся катастрофы для дома Романовых и для России. Юсупов же, напротив, вспоминал, что в те дни петербургские улицы выглядели празднично. Незнакомые люди обнимались, поздравляя друг друга. Перед дворцом Дмитрия и нашим домом на Мойке вставали на колени, молясь за нас. По церквям служили благодарственные молебны. Заводские и фабричные кричали в нашу честь «Ура!». Со всей России потекли к нам письма с благодарностями и благословениями. Император разгневан тем, что заговорщиками оказались люди из его ближайшего окружения, включая его кузена Дмитрия Павловича. Он видит в этом поступке предательство, угрожающее устоям власти. Но наказать всерьез он никого не может. Слишком позитивной была реакция элит на поступок заговорщиков. Поэтому Юсупова просто отправили в ссылку в его же имение в Курской области, а Дмитрия Павловича на Персидский фронт. Ну а дальше вы знаете. Через 2 месяца случается февральская революция. Наступает крах Российской империи. Император отрекается от престола и помещается под стражу в Царское Село вместе с семьей. Начинается гражданская война, а часть дворянства покидает страну, в том числе и семья Юсупова, причастного к убийству Распутина. Позже в эмиграции Юсупов опубликует свои мемуары об этом убийстве. Цесаревич Алексей, правда, не доживет до 16, но не из-за фатальной болезни, а от пуль большевиков. В разгар гражданской войны императора с семьей перевозят подальше от столицы. Сначала они живут под стражей в Тобольске, а затем их перевозят в Екатеринбург, в дом инженера Ипатьева. Большевики боятся, что противники новой власти могут освободить Романовых, поэтому решают их казнить. Ночью 16 июля 1918 семью будят и требуют спуститься в подвал. От нехватки пищи и стресса у 14-летнего Алексея случается очередной приступ, поэтому в подвал его несут на руках. Командир группы Яков Юровский спокойно сообщает семье, что принято решение о казни, после чего раздается множество выстрелов. Возможно, Распутин не врал, утверждая, что его смерть приведет к смерти дома Романовых и гибели России. А может, причиной была оторванность императора от народа, его равнодушие к страданиям населения. И Распутин стал лишь фигурой, удобно собравшей на себя всю ненависть, страх и отчаяние современников. Империя, которая столетиями держалась на вере и страхе, рухнула, не дожив до весны. Той зимой умер не просто человек, в котором элиты видели угрозу для сильной монархии. Умер последний миф о том, что любая абсолютная власть вечна. И если на помощь самодержцу не приходит Бог, то уж точно поможет дьявол. Друзья, это сообщение для наших российских зрителей. В России начались проблемы со скоростью загрузки видео в Ютубе. Поэтому теперь мы будем дублировать все видео проекта «А поговорить» на платформе Boosty. Новые интервью, документальные фильмы и разговоры из рубрики «Наука» будут доступны там абсолютно бесплатно. У Boosty удобный сайт, понятный интерфейс, есть приложение для смартфонов на Android и iOS, и видео не тормозит. Так что подписывайтесь на «Поговорить» на Boosty и смотрите без проблем. А если вы хотите поддержать наш проект, где бы вы ни находились, то оформляйте платную подписку на спонсорских платформах. Следующие выпуски будут выходить тем быстрее и чаще, чем активнее вы будете нас поддерживать. При этом вы получите доступ к ранним премьерам выпусков и эксклюзивным материалам проекта. И еще у нас есть отдельная рубрика специально для спонсоров, где вы берете интервью у меня. Если вы в России, оформить регулярные пожертвования каналу можно на сервисе Boosty. Если же вы за пределами России, то можете стать нашим патроном на платформе Patreon или становитесь спонсором «А поговорить» в Ютубе. Достаточно нажать на кнопку «Стать спонсором». А еще благодаря кнопке «Спасибо» создателям канала можно отправлять разовые пожертвования в любом размере.
Подписка на канал в Telegram работает из любой страны. Ссылки на все варианты поддержки вы найдете в описании к этому видео и в описании канала. Мы очень ценим ваше участие. Мы делаем «А поговорить» для вас, благодаря вам и вместе с вами. Мы ваши агенты и больше ничьи.